Группа Enigma. Я думаю, мало тех людей, которые не слышали о данной группе, особенно тем, кому за 30, но и меньше. Многие до сих пор продолжают слушать эту музыку, потому что музыка этой группы в кавычках перевернула нормальное восприятие, что из себя представляет музыка. Enigma — это немецкий студийный проект, основанный в 1990 году музыкантом и продюсером Мишелем Крету, который хотел создать музыку, не подчиняющуюся старым правилам и представляющую новую форму художественного выражения с мистическими и экспериментальными компонентами. За годы существования Enigma продала 8,5 миллионов альбомов в США и около 70 миллионов альбомов во всем мире. Проект имеет более 100 золотых и платиновых дисков и 3 номинации на премию Грэмми. В этом видео я вам расскажу о истории группы Enigma, чем она жила и чем она живет сейчас. Не переключайтесь. В конце 1980-х годов немецкий музыкант и продюсер Мишель Крету сотрудничал с несколькими музыкантами, писал композиции для немецких поп-певиц Сандры и выпускал сольные альбомы, не имевшие коммерческого успеха. Нужно было придумать что-то новое. В 1988 году, после свадьбы Крету и Сандра, переехали на испанский остров Ибица. Продюсер основал студию звукозаписи ART Studios и начал работать над новым проектом Enigma – «Загадка» в переводе с греческого. Крету выбрал это название, потому что хотел посредством музыки рассказать о нераскрытых тайнах, о жизни после смерти. Композиции коллектива наполнены мистикой благодаря использованию григорианских хоралов и ведических песнопений. Сначала никто не знал состав группы участников. По смыслу Крету слушатели должны были воспринимать только музыку, не ассоциируя ее с какими-либо исполнителями. Со временем выяснилось, что авторами и участниками первой записи были Франк Петерсон, Дэвид Файерстейн, Петер Корнелиус, Мишель Крету и Сандра, сыгравшие основную роль в истории создания проекта. В дальнейшем к работе над композициями Enigma привлекалось большое количество творческих людей. Франк Петерсон, выступавший под именем Григориан, был соавтором Крету в 1990-91 годах. Также он занимался технической поддержкой проекта. Дэвид Файерстейн помогал Мишелю в работе над текстами альбома с 1990 по 1996 годы. Написал слова к композиции «Smell of Desert». Петер Корнелиус исполнял гитарные партии на записях 1993-1996 годов. В 2000 году на его место пришел музыкант и композитор Йенс Гат. Музыка, тексты и аранжировки принадлежали Крету, который исполнял большинство мужских вокальных партий и скрывался под псевдонимом Curly MC. Его жена Сандра обеспечивала женский вокал в первых 5 альбомах. Ее имя на обложке не указывалось. В 2007 году супруги Крету расстались, и Мишель был вынужден искать замену певицы. Луиза Стэнли, промоутер студии звукозаписи Virgin Records, привлекалась на бэк-вокал первых 3 дисков Enigma. Ее голос прозвучал в композиции The Voice of Enigma. А затем в альбоме A Posteriori прибалтийская певица Алиса Кетнере по псевдоним Fox Lima исполняла женскую партию MMX The Social Song и была соавтором альбома 2010 года. Рут Энн Бойл, англичанка, солистка группы Olive, неоднократно привлекалась в проект. Она записала Gravity of Love и другие композиции 4 и 5 дисков Enigma. Другими вокалистами коллектива были Элизабет Хоутон, фотограф Virgin Records, Раза Сера из Прибалтики и Маргарита Ройк, испанская фольклорная певица, которая стала соавтором альбома Seven Lives Many Faces 2008 года. Вместе с Крету мужские вокальные партии Enigma исполняли Энди Харт, протеже Мишеля, известный публика как Angel X, в композиции Return to Innocence. Марк Хошер, Жером Принго, Ангун, Аквило. Кроме того, в проекте участвовали сыновья Крету и Сандры, близнецы Никита и Себастьян. Они записали The Same Parents.
для альбома Seven Lives Many Faces. Эндрю Дональдс, ямайский регги-исполнитель, которого также продюсировал Криту, присоединился к Enigma в 1999 году и оставался в проекте до 2008. Он стал соавтором некоторых композиций и одним из выдающихся солистов. Enigma – это не группа в привычном понимании. Композиции проекта сложно назвать песнями. Участники никогда не давали концертов, занимались записью музыки и выпуском видеороликов. 10 декабря 1990 года, после 8 месяцев подготовки, Enigma выпустила свой первый диск, который был созвучен и с числом и датой, римскими цифрами 1990, который возглавил чарты в 41 стране, став самой продаваемой пластинкой студии Virgin Records. Альбому предшествовал сингл Sadness Parts 1. В котором григорианские песнопения, отрывок из Паскале Мистериум, использование немецкого хора Капелла Антику Мюнхен сочетались с танцевальным ритмом, наполненным эротическим подтекстом. Позже, в 1994 году, незаконное использование этого трека привело к судебному разбирательству, в ходе которого раскрылись имена участников коллектива. Были опубликованы их фото. Тем не менее, Sadness Parts 1 считается самым успешным синглом Enigma. Он дважды переиздавался в 1991 и 1999 годах с дополнительными ремиксами треками. Альбом 1990 начинается со вступления, взятого из композиции британской электронной группы Leftfield, проигранной в обратную сторону. Трек The Voice of Enigma впоследствии стал визитной карточкой проекта. Principles of Lust и Mea Culpa. Мировыми хитами. Мистическое звучание альбому придало использование звуков природы, григорианских хоралов, перкуссии японской флейты сякухати. Данный альбом стал первым коммерческим успехом Криту. В 1993 году немецкий музыкант получил предложение от продюсеров написать музыку к эротическому триллеру «Щепка». Он отказался, но две композиции Enigma, Carly's Song и Carly's Loneliness все же прозвучали в фильме. В том же году музыканты выпустили второй альбом под названием The Cross of Changes. Криту сохранил стиль первого альбома, но хотел привнести в него нечто новое. Смешать как можно больше элементов рока и этно-классики. Он использовал многочисленные сэмплы, в том числе из песен Genesis, Black Sabbath, Vangelis и U2. При этом сознательно уменьшил количество григорианских песнопений. Тексты композиции альбома основаны на концепциях нумерологии, которую Криту специально изучал. Cross of Changes стал номером 1 в Великобритании и номером 9 в США. В 1994 году были выпущены 4 сингла: Return to Innocence, The Ace of True, Age of Loneliness и Out from the Deep. Первый стал международным хитом топ-10 в 12 странах, а в США получил награду «Золотой диск». После выхода альбома последовало новое судебное разбирательство. На этот раз иск подали члены фольклорного дуэта из Тайваня Дифан и Айги Дуана. Они обвинили Криту в незаконном использовании их голосов в композиции Return to Innocence. Дело было урегулировано во внесудебном порядке после уплаты штрафа. В 1996 году вышел третий диск Enigma «Leroy est mort, vive Leroy». Криту хотел, чтобы этот альбом стал наследником двух предыдущих, поэтому он включил в него знакомые элементы григорианских и ведических песнопений. Несмотря на тщательную подготовку, «Leroy est mort, vive Leroy» громкого успеха не добился. Были выпущены только 2 из 3 намеченных синглов. Тем не менее, альбом получил золотой диск в Великобритании и 2 номинации Грэмми «Лучшая обложка» и «Лучший альбом в стиле New Age». В США было продано более 1 миллиона копий. В 2000 году Enigma выпустил альбом Scream Behind the Mirror. На этот раз григорианский хор и японские флейты отошли на второй план.
В основу композиции легли отрывки из кантаны Карла Орфа, Кармина Бурана, Gravity of Love и Push the Limits были выпущены отдельными синглами. Альбом Voyager, вышедший в 2003 году, отличался от прошлых работ Enigma. Исчезли характерные для проекта приемы и звуки. Криту полностью отказался от этнических и григорианских мотивов. Поклонники не оценили новое направление, признали альбом худшим в дискографии Enigma. 15-летие музыканты отметили выпуском пластинки 15 Years After с лучшими композициями последних лет. Звучание композиции отличалось от оригиналов. На диске среди хитов Enigma представила новый трек Hell and Welcome. Позже вышедший как сингл. 26 сентября 2006 года состоялся релиз шестого альбома Enigma, а posteriori жанр охарактеризовали как электронный технопоп. Криту перешел от мистики к реальной жизни, его музыка стала вытекать из физики, астрономии и социологии. 16 декабря 2006 года была выпущена DVD-версия пластинки. А Seven Life Has Many Faces 2008 года музыканты использовали сочетание классики с современностью. Ведущим синглом стала одноименная песня. The Platinum Collection на трек CD вышла в свет 27 ноября 2009 года в Германии и 9 февраля 2010 года в мире. На первой пластинке хиты Enigma, на второй ремиксы. Третья представляла собой сборник потерянных треков и музыкальных экспериментов. 5 октября 2010 года в честь 20-летия выхода альбома 1990 музыканты объявили конкурс среди фанатов. Участники записали вокал для новой композиции проекта MMX The Social Song. Победителя определили интернет-голосованием. Им стала латышская певица Фокс Лима. На бэк-вокал пригласили трех лучших конкурсантов: Марка Джошуа из Бразилии, Джей Спринг из Испании и Раза Сера из Литвы. Поклонники также повлияли на дальнейшие этапы создания песни, выбор в ведущий инструмент, настроение и стиль трека, вышедшего 15 декабря 2010 года. В августе 2016 года, после 8-летнего перерыва, вышел 8-й студийный альбом Enigma The Fall of Arabelle Angel, в записи которого участвовали приглашенные музыканты. В интервью журналистам Криту сказал, что он попытался вернуться к истокам Enigma. Каждый написанный трек – этап символического пути к искуплению. Чем и как живет сейчас Enigma, сложно сказать. Существует ли Enigma вообще до сих пор? Нет никакой информации о выходе новых композиций или клипов. Тем не менее, Мишель Криту сейчас является продюсером нового электронного проекта Shinobu, который выпускает альбомы под брендом Enigma. Также Enigma, Enigma 2 в 2017 году, Chill Out Gregorian FH, Enigma 6 в 2018 году. В них много фантазии и духовности. В записях вновь появился григорианский хор и японские флейты. Создатель снова окутал свое детище тайной, никто не знает имен музыкантов, работающих в проекте. Популяризацией творчества Криту в последнее время много занимается Эндрю Дональдс, который в рамках гастролей представляет программу «Золотой голос Enigma». Его выступления проходят по всему миру, в том числе в России. Enigma – группа, которую довольно тяжело отнести к какому-либо определенному жанру, и одновременно с этим невозможно спутать ее неповторимое и поражающее восприятие звучания
экспериментальные созвучия, мистическое сопровождение и воодушевляющие мелодии вместе создают музыку, которую можно беспрерывно слушать на протяжении долгих часов. В этом видео я вам расскажу о лучших композициях группы Enigma. Проект Enigma берет свое начало в 1990 году. Основоположником группы является немецкий музыкант и продюсер Мишель Крету, который на то время хоть и сотрудничал с известными исполнителями, но особого коммерческого успеха не имел. Мишель Крету также работал с популярной на то время поп-певицей Сандрой, которая впоследствии становится его женой. Вместе они переезжают в Испанию на Ибицу, где Мишель открывает собственную звуковую студию ART Studios. Именно с этого важного шага и начинается история уникального проекта Enigma. Главной задумкой Мишеля на то время являлось создание группы, где все участники будут полностью анонимны. Само название Enigma в переводе обозначает слово «загадка». Продюсерская деятельность оставила свой неизгладимый след на музыкальном восприятии Мишеля. Он четко осознавал, что публика изначально воспринимает образ самого исполнителя, а потом уже берется за оценку его музыки. Именно поэтому идея создания группы без открытых творческих лиц казалась настолько важной для него на то время. Слушатели должны были полностью абстрагироваться от всего лишнего и сконцентрировать свое внимание исключительно на музыке, чтобы полностью погрузиться в неповторимую атмосферу проекта Enigma. Изначально группе действительно удалось сохранять полную анонимность, но это продлилось очень недолго. Через некоторое время публике стали известны ее участники, и это совершенно неудивительно, ведь над музыкой работали большое количество талантливых людей. Помимо Мишеля и Сандры Крету, участие в первой записи принимали Франк Петерсон под псевдонимом Григориан. В Enigma он был соавтором Мишеля Крету и занимался поиском уникальных сэмплов. Изначально Франк играл на клавишных инструментах для сольного проекта Сандры. В Enigma он работал над созданием нескольких треков для первого альбома. Им также осуществлялись технические вопросы, связанные с записью музыки. Его деятельность в группе продлилась всего 1 год с небольшим. Дэвид Файерстайн участвовал в создании текстов для проекта Enigma. В группе он принимал участие намного дольше, чем Франк Петерсон. Его деятельность осуществлялась вплоть до 2000 года. Вдобавок он писал тексты для сольного альбома Сандры Close to Seven. Луиза Стэнли осуществляла бэк-вокальное сопровождение в некоторых треках вместе с Сандрой. Она также работала над 3 следующими альбомами. На этом участники группы не заканчиваются. Постоянное количество лиц, которые принимали работу над созданием треков, постоянно увеличивается. Но такие люди выступали скорее в качестве приглашенных лиц для совместной работы, а не в виде полноценных участников группы. Самое интересное, что от альбома к альбому можно наблюдать развитие и продвижение музыки, но основное звучание всегда оставалось все таким же уникальным и неповторимым, каким было изначально. Одним из самых переломных моментов в истории группы является период 2007 года. Мишель и Сандра разводятся, что незамедлительно приводит к прекращению их совместной деятельности. Разумеется, что с уходом Сандры группа Enigma значительно теряет в своем особенном звучании. Впоследствии над вокальным сопровождением группы работало более десятка человек, но никто не задержался настолько долго, насколько пробыла в коллективе Сандра. На сегодняшний день довольно тяжело утверждать, что Enigma все еще действительно существует. Хоть проект и не объявлял о своем распаде, но какой-либо информации о новых треках или альбомах не слышно с периода их последней работы, которая вышла в 2016 году. За всю историю своего существования группа выпустила 8 полноценных альбомов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания слушателей. Вдобавок существует также несколько интересных клипов, которые выполнены в том же мистическом и воодушевляющем стиле, что и музыка группы Enigma. Ну а теперь непосредственно перейдем к самим лучшим композициям, на мой взгляд. Return to Innocence. Звучание этой песни знакомо почти каждому человеку. Return to Innocence — это одна из самых знакомых композиций в репертуаре группы Enigma. Хоть альбом The Cross of Changes
является довольно целостным, но именно данная песня особенно выделяется для слушателей. Спокойная и воодушевляющая мелодия, а также дополняющий этнический вокал являются уникальным и неповторимым сочетанием, где все компоненты сливаются в один из самых главных хитов проекта Enigma. Название этой песни переводится как «Возвращение к невинности». В качестве сингл с альбома The Cross of Change она вышла в начале 1994 года. Мелодичный трек имел большой успех и вскоре стал международным хитом. Вторым для Enigma после Sadness Part 1. Return to Innocence лидировал в 10 странах, включая Зимбабве. Он также занял вторую строчку в Европа Hot 100. Именно Return to Innocence стал самым большим прорывом для Enigma на территории США. Композиция заняла второе место в Billboard Modern Rock Track, а также вошла в топ-5 лучших Billboard Hot 100. Музыкальный клип был снят Джульеном Темплом. В нем показывается жизнь мужчины только наоборот, начиная с его смерти и заканчивая его крещением в младенчестве. Sadness. Мелодичная и одновременно поддерживающая ритм композиция Sadness является именно той песней, которая ассоциируется у всех с неповторимым звучанием этой группы. Закройте глаза и прослушайте Sadness от начала до конца, чтобы глубоко прочувствовать именно то восприятие музыки, которое предлагает нам Enigma. Данная композиция вряд ли нуждается в представлении, так как она прекрасно известна всем поклонникам Enigma. Это самый первый и самый большой прорыв проекта из их дебютного альбома. Трек мгновенно стал международным хитом, заняв первое место в 14 странах мира. Это очень чувственное произведение, в основу которого легли сомнения сексуальных желаний маркиза де Сада. Музыкальный клип показывает песца, мечтающего и блуждающего среди развалин собора. Красивая девушка, которая шепчет основной текст песни, французская модель Кэти Тастет. Beyond the Invisible. В данной песне чувствуется простор экспериментов, которые превосходно были реализованы Мишелем Крету. На первых секундах песня предстает в виде классического исполнения группы Enigma, но ближе к середине слушателям открывается уникальный неповторимый мужской вокал, который будет сопровождать все звучание композиции до самого конца. Глубина исполнения данной композиции способна поразить даже тех слушателей, которые не разделяют особого восторга от такого музыкального жанра. На этот раз Сандра вновь исполняет вступительный вокал, в то время как основной, ведущий вокал, принадлежит ее мужу Мишелю. Клип также был снят Джульеном Темплом в лесу Савернейк, Великобритания. Каток для танцоров был построен специально для видео. На его заморозку понадобилась неделя. Gravity of Love. Очередной экспериментальный вариант в творчестве проекта Enigma. Если в большинстве композиций вокал выступает в качестве некого дополнения к общему звучанию, то здесь вся песня выстроена вокруг яркого и воодушевленного женского голоса. Эта композиция – это именно то, почему творчество данного коллектива заслуживает внимания абсолютно любого любителя данного жанра. Композиция Gravity of Love демонстрирует вокал гостя Ruth and Boyle из британской группы Olive. Amen. В данной песне очень сильно чувствуется влияние современной музыки на творчество Enigma. От данной композиции присутствует на крайнем альбоме группы, но от этого ее гениальность не становится менее значимой. Музыкальное сопровождение данной композиции предстает в классическом стиле группы, а вот вокал претерпевает значительные изменения. Здесь мужской голос более многогранный и уверенный, что можно увидеть в постоянно меняющейся голосовой тональности и исполнении. Композиция I Love You, I Kill You. I love you, I'll kill you. Выпущенная в рамках альбома The Cross of Changes в 1993 году. Написана она была самим Крету совместно с Дэвидом Файерштайном. Лирика гласит: «Я вижу любовь, я вижу страсть, я ощущаю опасность и одержимость. Не играйте с теми, кто любит вас, потому что я слышу голос говорящий: я люблю тебя, я убью тебя».
Principles of Lust. А это очаровательный трек 1991 года. Данный трек стал третьим синглом с успешного дебютного альбома. Сингл-версия представляет собой ремикс на Find Love с некоторыми дополнительными инструментами. TNT for the Brain. Песня 1997 года, второй и последний сингл из альбома Leroy est mort, vive Leroy. Несмотря на то, что в Великобритании трек достиг лишь 60-й строчки, со временем он стал большим хитом Энигмы. Age of Loneliness. А эту композицию, чье название переводится как «Возраст одиночества», можно рассматривать как ремикс на более раннее произведение Энигмы, песню Curly's Song. Вокал в песне шепчет Сандра Крету. Призрачное григорианское пение чарует и восхищает. Что касается музыкального клипа, то он снят полностью в сепии. Voyager. Гипнотизирующая мелодия из одноименного альбома 2003 года с такими словами: «Приди, приди ко мне, приди, путешественник. Я жду тебя, приди ко мне, путешественник». Calls went away. Песня достойно украсила дебютную пластинку Энигмы. Сегодня клип на нее посмотрело несколько миллионов человек. Turn Around. Единственный сингл, выпущенный из сборника Love, Sensuality, Devotion The Greatest Hits. Слова композиции звучат так: «Обернись, и я покажу тебе что-то. Обернись, и ты увидишь, что жизнь – карусель». Push of the Limits. Еще один прекрасный трек от Энигмы начала нулевых. Хоть музыка группы Энигма и можно назвать особенной и специфичной для большинства слушателей, но ее творчество по праву заслуживает свое место в списке лучших мировых исполнителей. Главное, что по сей день Энигма не предает свои устои и по-прежнему остается той самой загадкой, которая была с самого начала своего пути. Эндрю Дональдс – музыкант неординарный. Его исполнение завораживает слушателя, а голос, признанный золотым, заставляет остановиться и вслушаться в его звучание. Между тем, если бы мальчишкой он послушал своего отца и принял уготованное ему будущее, поклонники, возможно, никогда не услышали бы его такие знаменитые хиты, как «Мишель», «All of Love» или «Simple Obsession». Эндрю Дональдс родился 16 ноября 1974 года на солнечном острове Ямайка, в городе Кингстон. Мать Глория Дональдс, отец Гладстон Дональдс. Благодаря последнему, притом профессору теологии и философии Принстонского университета, семья много путешествовала. География мест их проживания простирается от Нью-Йорка до Лондона. Везде мальчик жил в студенческой среде, знакомясь с разными людьми и культурами. Музыка в биографию Эндрю появилась рано. С ней сына знакомил отец. Он давал записи, позволяя самому определить, что по душе. Среди пластинок, которые Эндрю узнавал с подачи родителя, одно из важных мест заняла группа Beatles. Он ее впервые услышал в 3 года. Как признался уже взрослый певец, именно ливерпульская четверка стала его проводником в мир рока и поп-музыки. Юный ямаец 7 лет пел в хоре и слушал классическую музыку. Отец мечтал видеть сына ученым, но Эндрю хотел идти своей дорогой. После школы молодой человек ростом под 2 метра оставил родительский дом и отправился в творческий поиск по городам и странам. В это время он переезжал из Нью-Йорка в Нидерланды, Англию, Францию. Эндрю хотелось стать хорошим певцом и композитором. Поначалу музыкальная карьера не складывалась.
Когда начинающий музыкант уже решил возвращаться домой, он встретился с продюсером и композитором Эриком Фостером Уайтом, работавшим с многими популярными исполнителями и группами. Уайт заинтересовался не только необычной внешностью исполнителя, это высокий рост в сочетании с длинными дредами, но и его музыкальным талантом. В 1994 году вышел первый совместный альбом, созвучный с именем фамилии – Эндрю Дональдс. Диск посвящен умершей сестре Эндрю и состоит из 11 песен в стиле рок-н-ролл и поп. В него вошел знаменитый сингл «Мишель», который стремительно поднялся на вершины мировых чартов, заняв 38 место в Billboard Hot 100. Музыкант хотел не просто делать песни, но создавать вселенную поп-музыки с ее многообразием и особой атмосферой. Работая над вторым альбомом, Эндрю стремился вырасти, а не придумать хит, аналогичный «Мишель», который станет популярным, но оставит исполнителя на прежнем уровне. Он проводил аналогию с миром кино, где сиквел зачастую хуже первой части. В 1997 году в дискографии вокалиста появился Damned of Idont. В альбоме преобладали регги и рок-н-ролл. Тексты песен наполнены любовью и идеями мира во всем мире. Эндрю Дональд сам говорил: «Я пишу песни для всех и стараюсь трогать сердца людей. Для этого смешиваю элементы различных стилей – поп, этно, ритм and блюз, регги. Это музыка для всех, но в ней есть общий знаменатель. Она очень личная для каждого». В 1998 году музыканта заметил продюсер группы Enigma Мишель Крету. Его поразил голос исполнителя. Дональдс, не раздумывая, согласился стать вокалистом группы. Начав работу над новыми песнями для Enigma, Крету понял, что из этого может получиться что-то более масштабное, и решил продюсировать сольный альбом Дональдса. Так, в 1999 году появился диск с новым Under My Skin. В него, кроме прочего, вошли два сингла All Out of Love, который достиг международного платинового статуса, и золотой хит Simple Obsession. На обе песни сняты клипы. После этого певец отправился в трехнедельное турне, давая концерты в городах Германии, Австрии и Швейцарии. В проекте Enigma вокалист участвовал в записи 4, 5, 6 и 7 альбома. В них вошли знаменитые Seven Lives, Boom Boom, In the Shadow, In the Light и другие. После выступлений в составе коллектива Дональдса признали золотым голосом Enigma. Работая над новым альбомом группы, продюсеры Мишель Крету и Йенс Гат начали готовить четвертый диск Дональдса, который вышел в 2001 году. По отзывам критиков, Let's Talk About It получился не совсем удачным. После этого музыкант взял творческий перерыв и в течение 4 лет ничего не записывал. В интервью он говорил: «Просто больше не хотел делать музыку. Я должен был найти сам себя, снова найти свой духовный путь. Я переосмыслил свой стиль жизни, в котором было слишком много травки, алкоголя и вечеринок. Весь музыкальный бизнес довел меня почти до полного сумасшествия». В 2005 году Эндрю Дональдс исполнил саундтрек «I Feel» к фильму Тиля Швайгера «Босиком по мостовой». В этом же году начал сотрудничать с украинской певицей Евгенией Власовой. Сначала они совместно записали композицию «Limbo», а спустя какое-то время «Wind of Hope». В 2014 году родился совместный проект Дональдса и музыкантов из Бразилии, который впоследствии получил имя Karma Free. Песни звучали на английском и португальских языках, сопровождались африканской перкуссией. Музыка рождалась под влиянием таких групп, как Red Hot Chili Peppers, Боба Марли и других подобных групп исполнителей.
В 2015 году Эндрю начал сотрудничать с Максимом Фадеевым. Во время гастролей в России музыкант услышал его песни и увидел клипы, которые ему понравились. Он позвонил и договорился о встрече. Так родились несколько проектов, в числе которых саундтрек «I Believe» к мультфильму «Сава. Сердце воина». О личной жизни золотого голоса Энигмы почти ничего не известно. По слухам возлюбленных у него было немало, но официальной жены нет. Известно, что у музыканта растет сын, Диего Александр, названный в честь Марадоны. В интернете, в том числе и в Инстаграме, встречаются фото, где вокалист проводит с ним время на футбольных матчах и за игрой в футбол. Кто мама ребенка, неизвестно. Но в интервью Эндрю упоминает, что она немка. Певец признается, что мальчик – его лучший друг и самый любимый человек. Притом сам говорит: «Мы вместе готовим, вместе гуляем в парке, ходим в кино. Я стараюсь привить ему что-то от ямайской культуры. Получается такой смешанный, темнокожий немец». Диего хорошо поет и играет на фортепиано. Сейчас музыкант работает как сольно, так и в составе Classic Enigma. Это дуэт Дональдса и Анджело Икса. Они выступают в сопровождении григорианского хора и симфонического оркестра. В начале октября Эндрю Дональдс стал хедлайнером музыкального фестиваля «Среднерусская возвышенность-2018». Более 1,5 часов выступает перед зрителями, которые после каждой песни благодарили его взрывными аплодисментами. Весной того же 2018 года «Золотой голос» звучал в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и других городах. После гастролей вокалист побывал в Бразилии с концертами, которые приурочил ко Дню всех влюбленных, отмечаемый там 12 июня. Также в ноябре того же года музыкант выступал в Казани. После этого он отправился в Нижний Новгород, Киров, Пермь, Хабаровск и другие города.